Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем готовить цыпленка тапака. Грузинская кухня. Все, наверное, знают, любят этот рецепт. Сегодня я покажу вариант самого обычного домашнего цыпленка тапака по-грузински. Поехали! Для рецепта мне потребуется цыпленок. Хорошо, если будет он у вас домашний, не крупный, около килограмма, меньше весом. У меня бройлерный цыпленок. Удалим фаланги. Они нам не понадобятся по той простой причине, что они при обжарке сгорят. Обрезаем их, срежем гуску и уберем лишний жир. Разделим цыпленка по груди, раскроем. В суставах, вот здесь вот, в бедренных, чтобы у нас он плоско лежал, переломим суставчики, грудку. Не надо его отколачивать, как делают там многие, начинают молотить молотком. Вам самим потом будет неприятно есть и выбирать мелкие дробленые косточки. Просто чтобы он у нас на сковороде был вот такой вот плоский. Вариантов приготовления цыпленка два основных. Это тот, по которому цыпленок заранее маринуется. Есть упрощенный вариант, когда делают маринад для обмазки. И цыпленка просто присаливаем, и можно уже жарить. Давайте цыпленка посолим. Солим по вкусу с обеих сторон. Уберем его пока в сторонку. Подготовим обмазку и будем жарить. Для рецепта мне потребуется головка чеснока. Рецепт грузинский, и в цыпленке табака должно быть чеснока много. Чеснок можно выдавить как через пресс, также можно подавить в ступке. Чайную ложечку соли и давим. Превращаем чеснок в кашицу, чтобы нам было удобно впоследствии обмазывать грузинское блюдо. Помимо того, что там должен присутствовать чеснок, там должно быть слишком остро. А Мурат с канала Бон Аппетит в прошлом году мне привез аджику, угостил. Домашнее, грузинское. Добавим к чесноку аджику. Прямо такую добренькую ложку аджики. Пару ложек столовых растительного масла. Все это тщательно перемешаем. Вот и все. Самая простая обмазка и самая вкусная у нас готова. Приступаем к жарке. Жарить я буду на обычной дюралевой сковороде. Есть, конечно, специализированные чугунные сковороды с тяжелой крышкой чугунной, которые придавливать можно. Ну, не у каждого оно есть. Я покажу, как можно на обычной сковороде пожарить. Обжаривать будем на растительном масле. Именно на растительном, не на сливочном. Сливочного добавим в конце, потому что сливочное у нас иначе сгорит во время приготовления. Хорошенько нагреваем сковороду. Отправляем цыпленка на сковородку кожей вниз.
Поставим сверху груз кастрюли с водой. Обжариваем 2-3 минуты с одной стороны, переворачиваем, потом на вторую. Прошло 2 минуты, переворачиваем и опять ставим груз, обжариваем с обратной стороны. Так мы будем повторять несколько раз, чтобы у нас равномерно прожарилась курочка, ничего не подгорело. А пока обжаривается цыпленок, я хочу поблагодарить всех вас за ваши теплые комментарии, за вашу поддержку. Спасибо вам, что делитесь моими рецептами со своими друзьями и знакомыми. А также по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Пожелать им здоровья, счастья, тепла и уюта в их домах, светлого мирного неба над головой, здоровья детям, родителям. Будьте здоровы, живите счастливо, любите и будьте любимы. А всем моим подписчикам крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия. А мы продолжаем. Я 3 раза переворачивал курочку. Вот 3-й раз мы ее переворачиваем на новую сторону. На этом этапе убавляем нагрев, добавляем сливочного масла грамм 30 и нашей обмазкой обмазываем хорошенько курочку. Сначала с одной стороны, у нас получилось хрустящей корочкой. Какой запах чеснока! Стараемся под крылышки попасть. Еще раз накроем. Еще раз переворачиваем. Какая она красивая у нас. И обмазываем теперь с этой стороны. На этом этапе нагрев уже не такой сильный, чтобы чеснок не сгорел. Доводим минуты 3-4. Наш цыпленок табака готов. Цыпленок табака, друзья, готов. Дорогие друзья, вот такой цыпленок табака у меня получился. Я 3 прожаривал с каждой стороны около 3 минут. Потом убавил нагрев и уже по 3-4 минуты обжарил с одной стороны, специи нанес, перевернул, потом с другой стороны. Получается такой простой вариант, но в то же время вкусный, в меру остренький. Ну, остроту регулируйте сами по своему предпочтению, но цыпленок табака он должен быть острый, с чесночным вкусом и такой хрустящей прожарки. Диаметр тарелки можете взять чуть больше, чтобы накрывало полностью всю курицу.
Ну, это очень вкусно, что могу сказать. Все, наверное, знают, что такое цыпленок табака. Как говорится, слов нет, одни эмоции. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до новых рецептов. Не забываем подписываться и ставить колокольчик. Также подписывайтесь на мой второй канал «Рыбалка с Волохой». Я недавно открыл его. Там будут интересные видео про рыбалку, кухня на природе. Всем пока, до скорых встреч, до новых рецептов. С вами был Волоха.